Здравствуйте, меня зовут Раиса Демидова. Сегодня на нашем мастер-классе пуговка в обвязке. В ирландском кружеве самый трудный элемент – это маленький элемент. Для теплой Ирландии мы также взяли из классического ирландского кружева маленькие элементы. Пуговка – это самый популярный элемент. Возьмем ниточку Alize Classic Lana Gold. Я обычно выдергиваю ниточку из середины клубка. Так удобно. Также нам понадобятся крючки. Крючок 3 мм и крючок 2 мм. Для того, чтобы связать пуговку, нам необходимо приготовить цилиндр с диаметром 1,2 см. Зафиксировали кончик и делаем навивы на цилиндр. Можно сделать 12, я делаю 15 навивов. Для вязания элементов я использую крючок номер 3. Протянули петлю и закрепили навивы. Далее провязываем столбики без накида по кольцу. Вяжем вокруг. Стараемся, чтобы наши столбики были одинаковые. От этого зависит правильность исполнения пуговки. И вот чтобы нам этот хвостик не мешал, мы его сейчас обрежем. Связали по кругу столбики без накида, подтянули обязательно и обрезали. Идем на второй круг. Вяжем по кругу столбики без накида в кольцо. Вяжем столбики без накида по кольцу до тех пор, пока не закроется наша серединка. Связали столбики без накида по кольцу и наша серединка закрылась. Теперь соединительной петлей присоединяемся к нижнему столбику. Присоединились. Давайте сделаем форму пуговки. В серединку можно воткнуть крючок и поформировать объем нашей пуговки. Вот такая пуговка у нас получилась. Теперь можно вытянуть ниточку и обрезать. Лучше всего взять крючок потоньше, для того, чтобы заправить хвостик рабочей нити. Заправляем хвостик рабочей нити на изнаночной стороне пуговки. Подтянули ниточку и обрезали. Вот такая вот пуговка у нас получилась.
Пуговка в обвязке. Сделали заготовку пуговки. Вот такая вот у нас пуговка получилась. Теперь соединительной петлей присоединяемся к нижнему столбику, делаем одну воздушную и переходим на следующий ряд. Провяжем за заднюю полупетлю с изнаночной стороны пуговки столбики без накида. Вяжем за заднюю полупетлю вокруг пуговки по кругу. Сделали ряд столбиков без накида вокруг пуговки за заднюю полупетлю. Теперь соединительной петлей присоединяемся к началу ряда. Замкнули кольцо. Вот такая вот у нас обвязка получилась пуговки. Первый ряд обвязки. Переходим на следующий ряд обвязки. Разворачиваемся и за полупетлю, не провязанную полупетлю пуговки, провязываем также вокруг пуговки столбики без накида. Провязали вокруг пуговки столбики без накида за непровязанную полупетлю пуговки. Присоединяемся соединительной петлей к началу ряда. Замкнули кольцо обвязки. Получилось два одинаковых ряда обвязки. Для того, чтобы усилить нижний ряд, провяжем на нем рачий шаг. Вяжем завершающий ряд вокруг пуговки рачьим шагом. Провязываем аккуратно, должно быть натяжение соблюдено, чтобы ни один столбик не скакал. Связали рачий шаг, вытянули петлю и обрезали. Возьмем крючок потоньше и заправим хвостик рабочей нити. Крючок двоечка. Переводим хвостик на изнаночную сторону и по пуговке на изнаночной стороне заправим хвостик рабочей нити. Заправили
подтянули хвостик и обрезали. Наш элемент готов. Пуговка и пуговка в обвязке. Приятного творчества!